Всем привет! Сегодня я на примере вот этого геймпада от PlayStation 3, аналог которого на Алике можно купить за 10 баксов, мы будем подключать к компьютеру с одним условием. Нам необходимо, чтобы все игры думали, что у нас оригинальный геймпад от Xbox, и винда правильно его определяла. Что необходимо для этого? Во-первых, оригинальный кабель к геймпаду. Он у вас должен быть, иначе как вы его заряжаете. У него с одной стороны USB, с другой мини-USB. Геймпад может работать как по проводу, так и по Bluetooth. Если вы хотите, чтобы геймпад работал в беспроводном режиме, то также необходим Bluetooth адаптер для ПК. В случае же с ноутбуками он там уже есть. Однако учтите, что не все ноутбучные адаптеры годятся. В моем случае это самый дешевый адаптер еще со второй версией Bluetooth. Естественно, нам необходимы драйвера для корректной эмуляции геймпада от Microsoft. Такого добра много в инете, но я остановился на SCP Toolkit, который уже много лет стоит на моем ПК и без проблем работает. Учтите, что если вы использовали свой Bluetooth по назначению, имеется в виду передача данных между смартфоном и ноутбуком, после установки драйвера SCP вы можете подключить к нему только геймпад. Поэтому если этот геймер не нужен, играть придется на проводе через мини-USB. От теории к практике. Приступим. Открываем сайт. Все, что нужно нажать Download. Подключите свой геймпад по проводу к компьютеру. И если вы хотите также играть по беспроводной связи, подключите адаптер Bluetooth. Итак, запускаем скачавшийся файл. Драйвер подходит под все операционки, начиная с Vista и выше. Vista была раньше семерки, если что. Указываем или не указываем, куда устанавливать, и соглашаемся с условиями. Переходим к следующему шагу, где указано, что будет установлено. И тут важно, если вам нужно, чтобы геймпад работал по Bluetooth, ставим соответствующую галочку. Нажимаем кнопочку Install, и нас попросят административные привилегии. Соглашаемся. После установки файлов программы нам еще необходимо установить сам драйвер. Нажимаем Run. Перед нами открывается меню, где необходимо выбрать некоторые пункты. Опять же, нужен ли Bluetooth, для какого типа джойстика устанавливать. Можно, кстати, установить для PS3 и для PS4 одновременно. У меня нет PS4 геймпада, поэтому снимаю соответствующую галочку. В выпадающем меню адаптера Bluetooth выбираю свой подключенный. Вы должны знать, как он называется в вашей системе. Это можно узнать в диспетчере устройств. Тут могут быть и мышки, и клавиатуры, так что не перепутайте. В следующем меню мы выбираем геймпад, который подключен сейчас к системе. Обычно он так и называется – PlayStation 3 контроллер. Иногда в системе никогда не было геймпада от Microsoft, и поэтому нужно будет поставить галочку в самом верху. Установить также драйвера для геймпада Xbox 360. В моем случае это не нужно. Соглашаемся установить сторонний драйвер. Внизу можно посмотреть логи установки. Если где-то ошибка, то придется ставить заново и установить галочку на принудительную установку драйверов. Если ошибок нет, можно зайти в меню панели управления устройства и принтеры, там найти геймпад Xbox 360, и в свойствах мы можем проверить, что все кнопки, стики и рычаги на геймпаде работают корректно. Кстати, в играх обратная отдача тоже будет работать. Запустим, например, игру Sekiro. Какого-либо input лага я так и не заметил, даже переключаясь между проводом и Bluetooth. Драйвер загружается вместе с системой, поэтому проводить какие-то либо манипуляции при подключении не нужно. Включил игру, включил геймпад и играй.